Представьте ситуацию. Вы идете по улице и вдруг видите меня. Да, меня, Олесю. Вы хотите поздороваться. Сделайте это прямо сейчас. Я уверена, вы сказали «Привет», «Здравствуйте» или «Добрый день». Это не важно. Важно другое. Вы сказали это сразу, автоматически. Вы не переводили в голове. В этот момент вы думали на русском. Да, вы уже умеете это делать. Иногда. Но как делать это чаще? Как перестать переводить каждое слово и начать говорить свободно? Привет, друзья! Меня зовут Олеся. Это подкаст Руруленд. Здесь мы шаг за шагом улучшаем ваш русский язык. Мы учимся понимать речь на слух и говорить чисто, с правильной русской интонацией. Сегодня я расскажу вам про 4 простые привычки, которые помогут начать думать по-русски уже сегодня. Я буду говорить медленно и понятно. Поехали! Привычка первая. Картина в голове. Как мы обычно учим новые слова? У всех разные методы, но принцип один и тот же. Мы видим слово на родном языке и пытаемся запомнить перевод на русский. Получается, мы учим перевод и, конечно, запоминаем перевод. Но можно делать по-другому. Давайте попробуем прямо сейчас. Я говорю слово «яблоко». А вы представьте красное, большое яблоко. Вы держите его в руке. Вы откусываете кусочек. Оно сладкое и сочное. Чувствуете? А теперь скажите «яблоко». Яблоко. Эта картина в голове один маленький дополнительный шаг, который соединяет русское слово с образом, а не с переводом. Вы учите слово «кот». Не думайте «cat». Представьте милого серого кота, который сидит у вас на коленях. Это кот. Кот. Вы учите фразу «мне холодно». Представьте, вы идете домой вечером. Уже темно, идет дождь. Для такой погоды вы легко одеты. Скажите «мне холодно». Мне холодно. Вам не нужно искать специальные картинки в интернете. Достаточно просто представить это в голове, когда вы учите слова. И чем ярче эта картина, тем лучше. Вторая привычка. Она называется комментатор. Если вы начали с первой привычки, то с этой вам будет проще. Ваша задача называть все, что вы видите, делаете или чувствуете. Вы становитесь комментатором своей жизни. Например, вы на кухне. Называйте предметы: холодильник, чайник, чашка, ложка. А теперь говорите, что вы делаете. Комментируйте каждое действие. Я открываю холодильник. Я беру молоко. Я наливаю кофе. Я пью кофе. И обязательно добавляйте эмоции. Это очень важно. Например, кофе очень вкусный.
Или «Сегодня мне лень готовить, поэтому я закажу пиццу». Так вы соединяете с русским языком не только образ, но и ваши действия, и даже ваши эмоции и чувства. Обязательно меняйте ситуации. Сегодня вы думаете на русском дома, а завтра по дороге на работу. Машина, автобус, я перехожу дорогу, боюсь, я опоздаю из-за этой ужасной пробки. И важный момент. Если вы хотите что-то сказать, но не знаете слова по-русски, ничего страшного. Просто пропустите его. Игнорируйте. Не останавливайтесь. Говорите дальше то, что вы знаете. Потом, вечером, вы найдете это слово. Но сейчас просто продолжайте. Третья привычка. Я называю ее 3, 2, 1. Это ваш вечерний ритуал. Всего 5 минут перед сном. Вам не нужно писать, просто думайте на русском. Цифра 3. Вспомните 3 вещи, которые вы делали сегодня. Вспомните на русском. Я ходил в магазин. Я много работала. Я смотрел интересный фильм. Не просто говорите. Представляйте эту картину ярко, как мы делали в первой привычке. Увидьте ее в голове. Цифра 2. Подумайте о завтрашнем дне. Что вы планируете делать? Назовите 2 дела. Завтра я буду читать книгу на русском. Завтра я иду в спортзал. Представьте, как вы это делаете. И обязательно запланируйте, где именно завтра вы будете включать своего внутреннего комментатора. И цифра 1. Вспомните одно слово или одну фразу из тех, что вы сегодня не могли вспомнить. Помните, днем, когда вы были комментатором, вы не знали, какое это слово? Что это было? Светофор? Салфетка? Опоздать? Не поленитесь. Загляните в словарь, в Google или спросите у AI, как это будет по-русски. Только, пожалуйста, не ищите сразу несколько слов. Даже 2 не ищите. Вы их забудете. Найдите только одно слово или одну фразу. Повторите несколько раз вслух. И, конечно, не забудьте создать яркую картину в голове. А завтра постарайтесь вспомнить это слово, когда опять будете комментатором. Итак, 3 события сегодня, 2 дела на завтра и 1 новое слово. Это привычка, которая делает ваш русский богаче каждый день. И последняя, 4-я привычка. Она называется shadowing. Когда вы слушаете подкасты или смотрите видео на русском языке, используйте технику shadowing. Что это такое? Давайте сразу делать. Я говорю, вы повторяете. Но не ждите паузу. Повторяйте сразу, почти одновременно со мной, как эхо или как моя тень. Начали. Я не жду паузу. Я сразу повторяю и копирую интонацию. Получилось? В этом секрет техники. Вы слушаете и говорите одновременно. И именно поэтому ваш мозг просто не успевает переводить.
У него нет на это времени. Итак, друзья, сегодня мы говорили про 4 привычки, которые помогут вам начать думать на русском. Давайте повторим их еще раз. Первая привычка – картина в голове. Когда учите новые слова, представляйте яркую картинку. Так вы соединяете русские слова с образом, а не с переводом. Вторая привычка – комментатор. Называйте все, что видите, делаете или чувствуете. Так вы соединяете слова с реальными действиями и эмоциями. Третья привычка – техника 3-2-1. Каждый вечер вспомните на русском 3 события, запланируйте 2 дела на завтра и запомните одно слово или одну фразу. Так вы добавляете новые слова и помогаете своему комментатору. Четвертая привычка – shadowing. Когда слушаете русские подкасты, повторяйте за диктором как эхо. Тогда ваш мозг не успевает переводить, а вы постепенно привыкаете думать по-русски без перевода. Друзья, вы знаете, что маленькие простые привычки, которые мы делаем каждый день, приводят нас к большим результатам. Не ждите быстрых изменений. Просто начните. Начните с одной привычки. Через месяц добавьте вторую, потом третью. Очень скоро вы заметите, что переводите намного меньше. Кстати, в моем инстаграме я каждый день выкладываю для вас новые практики. Там есть и шадоинг, и другие полезные упражнения. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Олеся. Подписывайтесь на канал. Здесь только практика, только по-русски. До свидания.